Ребят, всем привет! Сегодня выходной, и сегодня я хочу заняться газонокосилкой. Сегодня я буду производить первое ТО. В предыдущем видео вы видели, я ее только приобрел, мы с вами ее собирали, заливали масло и делали первый запуск. Сегодня в видео мы будем производить первое ТО. И напоминаю всем, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Так что погнали! Сегодня снова жара, сейчас в данный момент 30 градусов, тенечки вроде более как менее нормально, нежели на солнце. Но все равно по рекомендации, нормальный укос идет газонокосилки, это в жару. Вот. Триммером наоборот, когда попрохладнее. Она, естественно, греется. В первом видео я делал первый пуск. Вот, и поначалу мне вроде не понравилось, как она работает, как себя она ведет. Но я навел справки, я ездил в магазин, я, методом тыка, что ли, понял я, как она работает и вообще все. То есть, тогда я в том видео не мог найти сливную горловину, где сливается масло. Действительно, ее тут нет. Вот. Потом, здесь нет никаких воздушных заслонок. То есть, чтобы закрывать на холодный мотор, заводить. То есть, здесь все делается просто и элементарно. Просто выжимается вот этот газ и дергается стартером. То есть, для стартера здесь я спросил продавца-консультанта, где эта штучка. Он мне все ответил, что он связался с поставщиками. Поставщики сказали, что именно к этой модели ничего такого не идет, как к другим. Вот. Обошел я другие магазины, посмотрел я штиля, посмотрел я чемпиона. Там, конечно, другие модели, у них все по-другому. Здесь все не так. Вот. Здесь ничего такого нету. Так, что, ребят, что я припас для этого? Масло здесь, оказывается, сливается. Просто откручивается эта пробка и переворачивается на бок сама газонокосилка. Я считаю, это, фигня какая-то будет, правильно, да? Вы вот смотрите, будете переворачивать, все масло будет здесь, все здесь потом в пыли, и вообще фигня какая-то, короче. То есть я для этого припас, вот такую грушу. Вот, масло, вот вы видели в прошлой серии, я показывал. Мы будем его использовать и сейчас. Это для заливки, и это пустая емкость для масла. Дальше, что нам нужно сделать? Там в книжке описано, что если повышенная пыль, то почаще нужно фильтр мыть. Вот. Мы первым делом сейчас вскроем вот эту крышку, вынем фильтра, сполоснем, постираем, смажем маслом, как там написано потом, и установим все обратно. И начнем уже менять масло. Так что приступим давайте. Так, нажимаем один усик, второй усик и откидываем крышку. Видим, да, что здесь мухи и все такое. Аккуратненько вынимаю. И второй. Вот видите, здесь все равно есть пыльца. Обдуваем. Все, обдули. И идем стирать фильтра. Да, ребят, там еще, кстати, написано, что каждые 25 часов в дальнейшем, и второй ТО, да, последующие ТОшки. То есть сейчас мы с вами проводим первое ТО, это после 5 часов работы. Я думаю, примерно 5 часов работы я отработал, может быть, побольше, может быть, 7 часов. Последующие каждые 25 часов. Если есть пыль, то фильтр нужно, и масло менять чаще, чем через 25. Сейчас мы просто в обычной воде из бочки простернем. Вот мыло я принес. Вот. И положим он на крышу или повесим на веревку. И сейчас в такую жару высохнет быстро, пока мы меняем масло. Вот так аккуратненько мочим, намыливаем мылом. И просто такими движениями стираем. Честно говоря, я уже споласкивал тогда один раз. Это я второй раз уже. Первый раз, конечно, было побольше
пена была грязнее, чем сейчас. Вот, ребят, сейчас еще ополоснем. И, в принципе, все. Так, все, ребят, вот. Я ополоснул. Ложу на крышу. Сейчас солнцем пожарит. И все. И через минут 15-20 они будут сухие. Так что переносимся к газонокосилке. Так, ребят, ну вот. Мы возле газонокосилки. Что мы первым делом делаем? Открываем щуп, откручиваем. И видим, какое у нас масло. Ну, я бы не сказал, что тут прям пипец такая грязь, там прям не знаю какая, как, например, в машине там черная. Но за 5 часов или там за 7, я думаю, оно не превратится там в гуталин, в гокоть. Так что ничего такого, нормально. Что можно было? Было бы, но поменяем, как написано. И вот нашел я все-таки такую грушу. И думаю, ей самое нормальное будет, нежели переворачивать. А вы как думаете, ребят? Напишите в комментариях. Вы бы как сделали? Перевернули или вот так откачивали, как я сейчас? Так. Масло, да, видим какое. То есть есть, конечно, затемненность. Не критичная, я думаю. Вот, можно, конечно, подрезать носик, чтобы побольше она как бы закачивала. Но, думаю, может быть, потом нужно будет где поменьше подлезть. Так что обрезать я пока не буду. Вот. Ну ладно, ребят, я сейчас откачаю и включимся. Итак, ребят, вот что мне удалось откачать. Вот смотрите, ну, емкость вроде как литровая, да? Вот, где-то так посюда вот литра. Но я думаю, что здесь даже не 0,5 в моторе. Здесь, мне кажется, меньше, 400 где-нибудь примерно. Вот, потому что я вам говорил в том видео, что книжка, ну, она вроде как бы отсюда, но не отсюда. Там вообще другой мотор нарисован, все другое. Я в магазине спрашивал продавца-консультанта, он мне так сказал, что типа там другая модель нарисована. И вот я так думаю, что, я даже не думаю, а я тогда заливал, вот сколько у меня залилось. То есть вот 0,6, то есть и залилось вот только сколько. Даже 0,5 нету. И было бы, как сказать, ну прям за подлицо, под горлышко. То есть вот так, вот такой штучкой, груша или как ее правильно назвать, я не знаю, я откачал масло. Вы можете сказать, ты, может быть, там не совсем полностью, то есть ее перевернуть, там больше, может быть, вытекло. Конечно, да, может быть, я с вами согласен, что если ее перевернуть, там бы еще, конечно, потекло. Но согласитесь, здесь вот все будет в масле, здесь потом пыль здесь будет постоянно. То есть, ну, не очень хорошо. Блин, мне так не нравится. Ну, если я там уже не докачал, там, я не знаю, ну, там, дай бог, может быть, даже полгруши, может быть, не будет, если там везде все по стенкам размазано, то я думаю, ну, блин, не испортишь маслом кашу. И я сейчас просто долью свежего, и она перемешается, и я думаю, будет нормально. Доливаем масло свежего и не паримся. В том видео, ребят, я вам показывал, как я заливаю вот двумя такими этими воронками. Можно, конечно, этой же и грушей залить, но так побыстрее, я думаю. Вот таким образом я сейчас и залью. Так, ребят, ну что, масло я залил. Вот видите, почти, ну, прям до горлышка. Ну, конечно, до горлышка уже совсем нельзя. Вкручиваем щуп. Вот. И выкручиваем. Ну, естественно, там будет. Потому что вот уровень, сами видите, да? То есть вот он. И, естественно, смотрим, он целый. Да, кстати, вам вопрос. Уровень меряется от резьбы или, ну, то есть отсюда, то есть не надо вкручивать или все-таки надо вкручивать? Как меряется правильный уровень? Напишите в комментариях. И еще, ребят, в том видео я вам не показал. На столе стоит стол, видите, да, под уклон. Вот я сейчас положил дощечки, то есть уровень сделал. Вот, и сейчас уже 100%. Как бы ровно все нормально. Вот сколько ушло масла. Вот было вот здесь где-то примерно. Вот, залилось. То есть раз, два, три,
Ну, грубо говоря, 4 деления. Грамм 400, не 500. И в прошлый раз также у меня вошло, и сейчас также. Вот осталось вот. Даже, может быть, еще на раз хватит. Так чисто сменить. И уже потом зальем. Купим нормального, такого, ну, более-менее дорогого. Все, вкручиваем обратно. Щуп. Смотрим. Бензин. А бензина у нас там вообще сухо. То есть сейчас смотрим, фильтра высохли или нет. Заливаем бензин. И делаем старт. И начинаем косить. Газон у нас уже подрос. Вот видите. Будет самое то. То есть жара уже почти спала. То есть не такая уже прям 30 градусов пекла. Самое нормальное, я думаю. Для косилки, то есть она не так будет греться, как в пекло. Так, ребят, все. 15 минут. 20 на крыше. И фильтра сухие. Все, идем устанавливать. Смажем маслицем. А маслице, ребят, я думаю, пойдет то, которое я сейчас откачал из двигателя. Вот мы слегка так сейчас смажем. То есть она, получается, идет забор воздуха оттуда сзади. Вот, проходит здесь. Ну, то есть вот тут в крышке. Вот так, раз, круга. Ну, то есть сзади забор. Выходит здесь и опять же сюда заходит. То есть нам нужно намазать как раз именно эту сторону. Чтобы, если что, пылинки, соринки задерживались именно с этой стороны. Так, ну вот, ребят, слегка намазал. То есть вот этой крышечки хватит за глаза. Слегка обмазать. Вот крышка сама. И устанавливаем ее. То есть раз в пазы вставляем и защелкиваем. То есть еще раз говорю, что воздух поступает оттуда, вот сзади засасывается. Проходит вот так через крышку и уже попадает туда в карбюратор. То есть получается раз, два выходит и три выходит. Тройная. И вот в этом месте, то есть, будет скапливаться. Но в другой раз придется, может быть, слегка бензинчиком сначала, ну а потом уже водой с мылом. Так, ладно, заливаем бензин. Так, бензин залит. Остался чуть на дне. Закрываем. Итак, ребят, ТО после 5 часов проведено. Заменено масло. Обслужен фильтр. Залит бензин. Протираем тряпочкой. Ну а все соединения и тому подобное мы будем проводить уже после большого ТО. Это когда примерно она поработает часов 25. Но это где-нибудь в конце июля, начале августа. Вот примерно так. Тогда уже будем протягивать, пробовать все соединения. Ну а сейчас я пойду переоденусь на какие-нибудь брюки, надену сапожки. Ну как положено. Так, ребят, ну что, все, я одет как положено. Нужно скосить здесь, там за домом и спереди дома. Да, ребят, забыл про уровень высоты. Ну, в принципе, здесь вот среднее положение будет, в принципе, нормально. Вот. Так что здесь у меня бугров не очень так много, но все равно есть. Вот. И думаю, среднее положение будет нормально. Так что погнали. Так, ну вот, ребят, иду я с поводным шагом. Вот. То есть успевает она косить, даже когда идешь нормально, быстро. Сами видите, да? То есть вот осталось косить. Буквально прям, я не знаю. То есть вот. Все это я скосил минут, наверное, ну, блин, 5-7, не больше. То есть намного быстрее, чем триммером. Конечно, ну триммером, естественно, надо будет дорабатывать. То есть вот здесь в ямах, так вдоль забора. Ну, где уже близко не подъедешь. Вот. Там уже в цветах ты, ну, как сказать, не проедешь, не сделаешь. Так что триммер все равно как бы необходим. Газонокосилка. То есть быстрее намного можно
справиться, нежели одним только триммером. В книге написано 20 минут работы, 3 минуты отдыхать, 3-5 минут. Вот, ну, если когда жара. Так что вот так, ребят, вот и все. 15 минут и двор готов, даже меньше. Трава, которая тут, ну, как бы выбрасывает, да, то есть она мелкая. То есть солнце сейчас зашло, но на солнце она быстро высыхает, ее практически нет. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В комментариях делитесь опытом. Всем удачи, ребят, пока. Увидимся в следующем видео.